Что же на самом деле происходит за кулисами? Неожиданное решение Тэйона и Чингука покинуть BTS – это не просто новость. За этим кроется нечто более глубокое и мрачное. Нажмите, чтобы узнать скрытые причины, которые могут потрясти мир K-pop. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить последнее обновление этой истории. Вы когда-нибудь чувствовали, что должно произойти что-то важное, но не знали, когда? Вы когда-нибудь видели взгляд человека, который говорит правдивее, чем его собственные слова? Неужели мы все слишком заняты созерцанием сверкающей сцены, чтобы забыть прочитать нотку грусти, отражающуюся за улыбкой айдола? На прошлой неделе мир K-pop почти остановился. Один за другим начали появляться слухи, ужасные, запутанные и все более и более трудно игнорируемые. Но одна из самых невероятных вещей, даже звучавшая как самая дикая мистификация или фанатская теория, внезапно получила официальное подтверждение. Ким Тэйон и Чингук решили покинуть BTS. Новость появилась не в виде грандиозных заявлений, которые HYBE обычно публиковали через крупные СМИ. Не в прямом эфире или на драматической пресс-конференции. Ни сцены, ни слез, показанных публике. Просто одна загадочная публикация на платформе, которая даже не является официальным аккаунтом группы. Размытое изображение фона музыкальной студии с подписью Чингука наконец-то свободны, а днем позже история в Instagram от Тёна «Мы слишком долго молчали». Менее чем за 3 часа хэштег «Решетка Тайца Акаутпц» взлетел на первое место в мировых трендах. Но, что интересно, удивила не только сама новость, но и реакция других участников, агентства и ARMY, которые, по-видимому, не были едины в своем отрицании или попытке замять новость. И с этого момента все начинает казаться по-другому. На протяжении многих лет BTS известны как символ солидарности и силы в суровом мире развлечений. Они не просто очередная K-pop-группа. Они – культурный феномен, икона поколения. Но теперь, когда нити их идеального плетения начали тихонько распускаться, их внутренние связи, кажется, начинают демонстрировать трещины, которые больше нельзя скрывать. Наш репортер получил эксклюзивный доступ от источника, очень близкого к одному из менеджеров команды BTS. Этот источник, пожелавший остаться анонимным, сказал тяжелым тоном: «Это не внезапное решение. Они планировали это втайне больше года. Означает ли это, что даже когда они стояли вместе на последнем концерте в Пусане? Когда Чингук улыбался, обнимая Тэйона на сцене, или когда они сидели рядом на новогоднем развлекательном шоу, они на самом деле играли роль, которая потеряла свой смысл? Источник продолжил: есть много вещей, которые неизвестны публике. Их творческая свобода все больше ограничивается. Новый контракт, предложенный HYBE после окончания срока службы, был не сделкой, а скорее ультиматумом. Тэйон и Чингук чувствуют, что у них больше нет места для личностного роста. Это согласуется с наблюдениями нескольких ARMY, которые за последний год отметили разительные изменения в их взаимодействии перед камерой. Например, когда Чингук выглядел неловко, обсуждая график тренировок BTS в интервью в рамках продвижения камбэка, или когда Тэйон откровенно уклонялся от вопросов о будущем BTS как группы. Но, к сожалению, фанаты предпочитают называть это усталостью от съемок, плохим настроением или монтажом в СМИ. Возможно. Мы все знаем, что BTS будут вместе навсегда. По мере распространения новостей общественность начала копать глубже. Несколько независимых южнокорейских журналистов начали публиковать свои расследования о внутренней ситуации в HYBE. В одном из отчетов упоминался негласный конфликт между творческим отделом HYBE и молодыми участниками BTS, особенно Тэйоном и Чингуком, в новом контракте. Утверждалось, что участники будут подвергаться более жестким ограничениям в отношении сольных проектов. Один из пунктов даже запрещает выпуск музыки соавторами, не рекомендованными лейблом. Система, которую многие считают формой подавления творчества. И если эти сообщения верны, то вполне логично, что два самых экспериментальных и неординарных артиста, такие как Тэйон и Чингук, чувствуют себя ограниченными.
Еще более удивительной является новость о том, что они уже приобрели собственную студию и даже сформировали продюсерскую команду вне HYBE, тайно еще с середины прошлого года. Сообщается, что к ним присоединились несколько корейских инди-музыкантов, включая европейского андеграундного электронного продюсера, который когда-то тайно сотрудничал с Чингуком. Означает ли это, что они готовились к карьере после BTS задолго до того, как мы об этом узнали? Но еще более драматичным стало заявление бывшего сотрудника BTS, который теперь покинул компанию. В подкасте, транслировавшемся в ограниченном количестве, он упомянул о крупной ссоре, произошедшей в одном из репетиционных залов в конце прошлого года. Раздавались звуки разбитых вещей, крики, и впервые после этого воцарилась полная тишина. Он не уточнил, кто был замешан, но многие подозревали, что причиной конфликта стали некоторые старшие участники группы, которые посчитали решение Тэйона и Чингука слишком радикальным, даже опасным для репутации группы. Но разве это не показывает, что за кулисами, за синхронной хореографией и гармоничным пением живут обычные люди, у которых есть конфликты, напряженность, даже не зажившие раны? И когда двое из них решили уйти, было ли это предательством или проявлением мужества, чтобы спастись? AR и MUI разделились во мнениях. Некоторые плачут, чувствуют себя брошенными, преданными. Другие защищаются, называя это решение взрослым шагом для сохранения психического здоровья и художественной целостности. Некоторые критикуют HYBE, обвиняя их в том, что они являются организаторами всего этого. Но из всего этого самый резкий комментарий прозвучал от давнего фаната, который стал вирусным на Уиверс: «Я не злюсь. Я просто чувствую, что теряю часть своей жизни, за которую раньше держалась». Комментарий за один день набрал более 2 миллионов лайков. И среди моря хэштегов, предположений, теорий заговора и боли этот комментарий, кажется, стал коллективным голосом миллионов людей, которые просто хотят, чтобы BTS остались вместе, даже если реальность говорит об обратном. Вы когда-нибудь чувствовали, что кто-то что-то не говорит, но это ощущается так реально в его молчании? Вы когда-нибудь видели двух людей, которые кажутся знакомыми перед камерой, но за кулисами они держатся на расстоянии? История ухода Тэйона и Чингука из BTS сейчас переходит в более глубокую главу, более личную, более пронзительную и, возможно, слишком болезненную, чтобы принимать ее как должное. Как оказалось, то, что выглядело как профессиональное решение, стало кульминацией эмоционального напряжения, нараставшего годами. И правда начала всплывать одна за другой не из официальных заявлений, а из маленьких трещин, оставленных самими участниками группы. Все началось с живого выступления Чингука за 2 месяца до объявления о его уходе. В разгар непринужденной сессии пения, с шутливым тоном, но глазами, которые не могли полностью скрыть содержание его сердца, он успел произнести фразу «Иногда даже мечта может казаться тюрьмой». В тот момент AR и MUI посчитали это лишь признаком усталости. Но теперь эта фраза, похоже, является первой зацепкой гораздо более сложной истории, словно письмо, написанное невидимыми чернилами. Теперь ее смысл начинает раскрываться со временем, обнажая правду. Через несколько дней после того, как неофициальное объявление стало вирусным, известный корейский музыкальный журналист, имеющий тесные связи с артистами HYBE, написал резкую статью в одном из ведущих печатных СМИ. В своем выступлении он упомянул, что отношения между участниками BTS, особенно между Тэйоном и Чингуком, не так гармоничны, как это демонстрировалось. По его словам, с началом их сольной карьеры и получения большого внимания к себе, давление стало ощущаться с разных сторон, как со стороны руководства, так и со стороны динамики отношений между участниками. Самым острым моментом стало расхождение во взглядах Тэйона и агентства на свободу самовыражения. Тэйон, известный своим экспериментальным художественным стилем, несколько раз отвергал концепцию, предложенную творческой командой HYBE. Один из источников упомянул, что однажды он покинул репетиционную комнату только потому, что посчитал песню слишком коммерциализированной и не отражающей его самого. Чингук, с другой стороны, известен как перфекционист. Он по-прежнему профессионал, но давление постепенно истощает его. В одном из документальных видеороликов камера запечатлела момент, когда он сидел один после тренировки. В тишине, которая теперь ощущается как призыв о помощи, который все проигнорировали.
Но среди всех шокирующих фактов был один, который действительно потряс. Тэйон и Чингук подали заявку на создание собственного подгруппы, независимой от бренда BTS, и получили отказ. Заявка была подана втайне руководству HYBE около 8 месяцев назад. Их план был не просто временным проектом, а целостной формой художественного самовыражения: музыка, визуальные эффекты, концепция собственного производства, полностью отделенная от стандартного формата к-поп. Они хотели создать нечто более глубокое, более честное и более свободное. Но агентство отказало по причинам, которые звучат вежливо, но в то же время резко: вы — часть наследия. Вы не можете идти в одиночку. Наследие. Разве не потому, что они являются частью великого наследия, они хотят процветать? Но на самом деле именно из-за этого ярлыка, икона BTS, они ограничены невидимыми рамками. Границами, которые постепенно превращаются в невидимые барьеры, медленно убивающие творчество. После этого отказа начали проявляться изменения в поведении. Тэйон стал более скрытным за кулисами, редко разговаривая, за исключением случаев, когда это необходимо. Чингук, обычно полный энтузиазма на репетициях, все чаще отстраняется от творческих обсуждений. Но наиболее поразительным является исчезновение моментов близости между ними перед камерами. ARMY, известные своей наблюдательностью, даже создали длинную ветку в Твиттере, посвященную изменению во взаимодействии ТК, прозвище Тэйона и Чингука, которое когда-то было теплым, теперь стало холодным и формальным. Некоторые называют это медиа-стратегией. Но теперь, когда контекст стал более ясным, это не стратегия. Это защита. Защита от вопросов, от предположений и от суровой реальности, которой они готовились, но не могли открыто говорить. Не менее шокирующая информация исходит и от одного из редакторов модного журнала, который когда-то работал с ними над специальной фотосессией. В интервью альтернативному медиаканалу он упомянул один странный момент, который он никогда не забудет. На перемене Тэйон пристально посмотрел на Чингука, а затем тихо спросил: «Ты уверен, что нам это сойдет с рук?» Чингук лишь слегка улыбнулся и ответил: «Нам придется». Эта простая фраза теперь приобретает другой смысл. Возможно, дело не только в проекте. Возможно, дело в их жизни, в свободе, которая слишком долго откладывается ради того, чтобы угодить миру. Но, конечно, эта история не просто о двух артистах, которые хотят быть независимыми. Она также о системе индустрии, которая так безжалостно формирует нарратив, а затем наказывает любого, кто пытается сойти с этого пути. Один из бывших членов юридической команды HYBE сказал, что нынешние пункты контракта артистов гораздо строже, чем те, что действовали в начале их дебютного периода. Многие статьи фактически ограничивают право артистов определять направление своей карьеры. Он сказал, что одна из них включает ограничения на сотрудничество, полный контроль над графиком и даже финансовые санкции за выпуск работ без разрешения. Представьте, что вы музыкант, но не можете сами решать, когда и как выпускать свою музыку. Представьте, что вы артист, но вынуждены спрашивать разрешение на самовыражение. И представьте двух молодых людей, выросших под пристальным вниманием публики с подросткового возраста, которые вдруг понимают, что сцена, на которой они выросли, превратилась в золотую клетку. Сегодня, среди шума мнений и предположений, одно совершенно ясно. Уход Тэйона и Чингука — это не конец истории, а начало новой борьбы. Борьбы против системы, ожиданий и, возможно, даже против собственной тени. Потому что, как однажды сказал Чингук в одном из своих интервью, которое снова стало вирусным, любить себя сложно, особенно когда мир видит другую версию тебя, которую тебе приходится играть каждый день. И, возможно, им пора перестать играть эту роль. Что происходит, когда за каждым твоим шагом следят? Каждое твое выражение лица увековечивается, и каждое твое решение сначала должно пройти через общественную цензуру. Можно ли это все еще называть жизнью? Или это просто бесконечное долгое шоу? После того, как новость об уходе Тэйона и Чингука из BTS потрясла мир, одна вещь стала проясняться с болезненной ясностью. В это время мы все, возможно, стали свидетелями гораздо более мрачного шоу, чем когда-либо могли себе представить. Пьесы, разыгранные 7 молодыми людьми, потерявшими контроль над сценарием собственной жизни.
И самое душераздирающее, они продолжают улыбаться нам. Через несколько дней после того, как новость стала вирусной, бывший оператор документальных фильмов о BTS, ранее работавший над сериалом Break the Silence, наконец, выступил с эксклюзивным интервью на независимом YouTube-канале. Мужчина, чье лицо было скрыто, а имя не разглашалось, рассказал, что камера стала не только инструментом документирования. Она также стала средством скрытого контроля. Был момент, когда нас попросили продолжать запись, даже когда они ссорились за кулисами. Но публике показывали только безопасные фрагменты. Мы записывали грусть, а затем монтировали, чтобы это выглядело как тепло. Эта одна фраза прозвучала как пощечина. Чингук однажды посмотрел прямо в камеру, а затем тихо прошептал: «Ты же знаешь, что это все ложь, правда?» И никто не остановил запись, потому что в их мире честность — не товар. Важна лишь последовательность повествования. Тем временем старое видео снова стало вирусным. Кадры из развлекательного шоу BTS 2021 года. На видео Тэйон улыбается и шутит с Чингуком в середине игрового сегмента. Однако в конце сегмента камера успела запечатлеть секунду пустого выражения лиц обоих. Секунда, которая раньше считалась пустяком, теперь выглядит как беззвучный крик. И совпадение это или нет, но видео теперь стало символом среди ARMY, поддерживающих решение. Символом того, что они все это время пытались нам что-то сказать.